связи с чем у нас на планете такое огромное количество сейчас гомосексуалистов и лесбиянок? И как это влияет на семью и на наше будущее? Если внутри той или иной отдельно взятой группы людей, живущих вместе, нет разных полов, либо нет соответствия в количестве, а такое соответствие может быть, например, мужчина имеет право иметь несколько жен, или в состоянии воспитывать всех детей от этих жен, все эти жены могут между собой договориться, и такая форма договоренности получается разумной и обоюдной. Если мужчина в состоянии кормить всех детей, обеспечивать их развитие и питание, имеет право иметь несколько жен. Такие ситуации возможны, и в особенности тогда, когда мужчина занимает какую-то большую роль, какое-то большое значение в обществе. В плане женщины такое является, поскольку женщина не может смешивать в себе семя двух мужчин, при этом идет неправильное формирование некоторых основ, некоторых правил. С другой стороны, те интересы, которые есть у женщины, могут вполне удовлетворяться в том случае, когда мужчина имеет несколько жен, но только в том случае, если его потенциал достаточен для того, чтобы дать всем этим женщинам и всей семье, которая является целым образованием, весь тот потенциал, который необходим для развития. В такой семье все дети являются общими детьми, и забота о детях также распределяется между всеми матерями, и принято было называть любую женщину мамой, матерью, вне зависимости от того, является она непосредственной матерью, либо она второй или иной отца. Каждый член семьи воспринимался как близкий человек и как неотъемлемая часть семейной структуры. Если нарушается закон отношений и мужское место занимает женщина, либо наоборот женское место занимает мужчина, то идет процесс деградации сознания и на уровне ДНК, на уровне структурных и основополагающих энергий, генетически определенные ошибки и определенные деформации, которые ведут к тому, что мужчина вырождается как мужчина, а женщина вырождается как женщина. То есть они не могут выполнять полноценные функции, они не могут формировать в своих потомствах те естественные качества, которые помогут их детям развиваться. В любом случае, в семье, в которой место мужчины занимает женщина, либо место женщины занимает мужчина, дети будут страдать, и их интересы будут в той или иной степени игнорироваться, в той или иной степени будут не выполнены. В вашем обществе, точнее в обществе некоторых государств, интересы семьи ставятся не на первое место, интересы рода тоже ставятся не на первое место, а в этом случае неизбежна деградация культуры народа в целом, и само выживание ставится под угрозу. И из природы нельзя ничто поменять, исходя из собственных желаний. Природы все механизмы, все качества и взаимоотношения были отточены до мельчайших деталей. И пытаться влезть в структуру природы со своими желаниями, это все равно, что попытаться заменить кровь внутри организма какой-либо другой жидкостью, которая кажется для этого более подходящей. В 99 случаях из 100 это приведет к смерти, либо генетической деградации. А в последнем случае ситуация, скорее всего, станет неконтролируемой. Вот в том 1%, когда возможно выживание. Женщина не может сформировать в ребенке определенных качеств, если у нее в это время не существует правильных отношений с мужчиной. Это связано с тем, что она получает определенные энергии, определенный потенциал именно от мужчины. И переработав этот потенциал в нужном качестве может передать детям ту энергию, которая необходима для развития. Нечто подобное происходит и с мужчиной. Если он не получает определенные качества и определенные возможности от женщины, часть его потенциала остается невыраженной. Например, это связано с сексуальностью. И у него есть склонность выполнять некоторые функции, которые нужно выполнять в семье. Он пытается перенести эти функции на общение с обществом, и то, что должно быть выполнено природой, начинает выполняться на уровне механических поступков. Есть те законы природы, которые говорят о том, что есть тот диапазон отношений, которые могут выполняться только в узкозамкнутом кругу. Если вы выходите из законов природы, из правильного круга взаимоотношений, вы теряете возможности и теряете определенные качества. Мужчина, который предпочитает общение с таким же мужчиной, как и он, на интимном плане, как и женщина, которая предпочитает женщину между мужчиной, не только деградирует сама, но и деградирующий влияет как на своих детей, так и на общество. Общество, которое относится к этому беспечно, обречено даже в той ситуации, если такие семьи по тем или иным причинам умудряются завести двоих детей, эти дети будут подвержены определенным болезням и лишены определенных способностей, которые будут давать им возможность для развития, а также поддерживать общество в той степени жизнедеятельности, которая будет длиться достаточно долго и не будет носить непосредственное разрушение в систему. Были цивилизации, которые нарушали эти правила, исходя из тех ложных законов, которые им прививались паразитами.
правило это существовало при захвате власти и контроле сознания политическими системами. С ними всегда велась напряженная борьба, но в отдельно взятых ситуациях битвы либо проигрывались, либо уступались позиции, что всегда приводило к серьезным проблемам. Были цивилизации, которые погибали из-за нарушения этих правил. Поскольку нельзя вмешиваться в природу, исходя из собственных уморазмышлений и без тонкого понимания законов Вселенной, законов космоса, законов природы, они существуют как нечто единое целое, и попытка изменить что-то из собственных желаний неминуемо приводит к трагедии.